Здорово, народ! И в сегодняшнем видео я расскажу, как я собрал вот такое расширение для Arduino, какие у меня тут были трудности, что у меня получилось, что у меня не получилось. И сегодня будем до конца собирать вот этого робота, поставим на него все платы, подключим аккумуляторы, потому что все мне наконец-то пришло, и проверим вообще, работает ли вся схема. Не переключайтесь, будет интересно. А перед тем, как я начну рассказывать про разработку этой платы, обязательно досмотрите видео до конца, потому что в конце будет конкурс. В конкурсе я разыграю 7 вот таких плат. Так что, если ты тоже DIY-ешь роботов, то обязательно досмотри видео до конца, и у каждого из вас будет шанс выиграть одну из таких плат. Да, она будет без элементов, но зачем разыгрывать пустую плату? Пустая плата разыгрывается, потому что эта вещь уникальная. Такую штуку вы нигде не купите. Итак, мы открыли Altium Designer, и теперь давайте я вам покажу на весь проект. С чего я вообще начал проект? У Arduino есть входы, то есть пины, GPIO, их по-разному все называют, но давайте будем называть их GPIO. Все эти входы нам нужно создать и дать им всем название. Здесь у меня название контакта, а здесь название шины. То есть, точнее, не название шины, а даже будет правильно сказать название проводника, который подключается к общей шине. Почему я делаю через общую шину? Потому что это очень экономит место и чертеж становится более читабельным. Представьте, вот даже не представьте, я в начале, когда делал проекты, я делал без вот этой вот шины, он еще называется BUS, его можно найти, кстати, в самой первой вкладке инструментов BUS, а подключение к шине называется BUS Entry. Вот. И вначале я делал без него, и получалось то, что очень большое количество проводников, и могло все запутаться, где-то случайно могло пересечься, и все это портило общую картину от проектировки. А с шиной все очень удобно. Смотрите, как все аккуратно получилось. Давайте вернемся к просмотру. Значит, вначале мы разместили все входы. Сразу давайте им название. Можно не давать название и называть только сам проводник. Чтобы назвать проводник, это включаем инструменты и можно нажать на кнопку N, Net Label. И уже ставим на проводник, как мы его хотим назвать. Нажав Tab, мы можем поменять название проводника. Здесь у меня уже в проекте все названные проводники. Это еще делается для того, чтобы, когда у вас большой проект, вы задавали правила. Правила в Altium очень прикольная штука, тем, что можно разделить цепи питания, аналоговые цепи от цифровых, и задать на них разные правила проектировки. То есть, когда вы будете делать проводник, уже разводить его на плате, то, используя разные правила, он у вас по-разному будет разводиться. Но об этом не в сегодняшнем видео. Если вам интересно узнать про Altium Designer, то обязательно пишите в комментариях, сделаю отдельное видео. Вот, после того, как я обозначил все пины Arduino, я перешел к самому началу. То есть я занес вход и просто подписал вход 12 вольт. От 12 вольт это у меня обозначен вход, который идет от аккумуляторов. Он может быть и не 12 вольт, как мы говорили в прошлом видео, потому что конкретно в этом роботе я его буду записывать от 2 литий-ионных аккумуляторов. То есть у меня будет не 12 вольт, а от 2 аккумуляторов у меня будет 7,4 в среднем вольта. Вот. И что у меня идет дальше?
Вначале у меня поступает на микросхему LN2596. Она регулирует напряжение электродвигателей. Вы можете посмотреть по даташиту этой микросхемы, я обязательно включу его в описании, как она включается. Фишка моей схемы в том, что у меня два вида питания. То есть можно посмотреть. Вначале у нас идет проводник на вход и стоит фильтрующий конденсатор. Он ставится для того, чтобы избежать пульсации на входе в микросхему, потому что это не есть good. On-off в данном случае всегда читайте даташиты, потому что в данном случае, чтобы включить микросхему, пятый вход нужно заземлить. Он у меня постоянно заземлен, в этом нет проблем. Выход земли, и дальше идет следующее. Выход микросхемы идет через диод шотки, и дальше через индуктивность, снова фильтрующий конденсатор. Дальше она поступает на переключатель, о котором мы говорили в прошлом видео. Он поступает на один вход, и дальше идет переключение между вторым и третьим положением. Второе и третье положение у нас ток протекает через разные цепи. Разные цепи предварительно посчитаны. Все формулы есть в даташитах на эту микросхему. Обязательно читайте при любой проектировке. Особенно хорошие даташиты у Texas Instruments. У них есть все формулы, и это вообще нет проблем в том, чтобы посчитать что-то. Также здесь стоят два светодиода, которые показывают, какая именно цепь у нас включена. Это очень удобно. То есть вы включили определенное положение, и вы видите, какое питание у вас подается на электродвигатели. И здесь поступает на четвертый вход. Это что-то вроде обратной связи в микросхеме. Вот. И дальше от вот этой точки у нас одна подается на вход переключателя, одна уходит на шину. И называется V-мотор, что обозначает напряжение на моторах. Следующее, что стоит обратить внимание, это драйвер. Драйвер я уже такой использовал в своих предыдущих проектах, и он мне очень понравился, потому что он не греется и он стабильно работает. У него располагаются входы питания микросхемы с фильтрующими конденсаторами. И вот наш V-мотор, обозначен проводник. И сюда два конденсатора подключаются. Тоже как фильтрующие. Индикатор стоит, что у нас микросхема работает. И дальше у нас уже распределяются пины, которые отвечают за направление вращения, и шим-сигнал, который отвечает за скорость вращения нашего электродвигателя. На выходе у нас расположены просто каналы, которые отправляются на определенный электродвигатель. Можем посмотреть, что у нас мотор 1 имеет канал А и Б, и здесь уже мы имеем разъем для мотора первого, канала А и Б. То же самое сделано со всеми остальными моторами. И так как у нас 4 электродвигателя предполагалось использовать, то здесь я поставил две таких микросхемы, которые идентичны. Здесь, конечно, не очень сделано, но факт тот, что все это работает. Можно было бы сделать более аккуратно, но как уж сделал. После того, как вся у нас плата готова, генерируем. Так, пардон, это еще рядом. Так, вот теперь мы открываем уже нашу разведенную плату. И что мы здесь видим? Давайте лучше включу 3D вид. Наш переключатель, вход питания, фильтрующий конденсатор, микросхема, которая отвечает за питание электромоторов. Здесь уже индуктивность и выходной конденсатор. Две схемы TB6612FNG, которые отвечают за управление электродвигателями. Входы, куда подключаются электродвигатели. Вот эта схема L7805,
она отвечает за питание самой Arduino. То есть там напрямую идет вход, точнее, напрямую идет проводник от входа на вход стабилизатора. И с выхода, конечно, через конденсатор фильтрующий, идет уже на вход питания Arduino. Здесь у нас расположены входы на Bluetooth модуль и еще входы для serial порта. Также я вывел для удобства аналоговые порты и два порта на I2C устройства различные. Также располагается вход на гироскоп-акселерометр, если вам нужно будет его использовать. Вот. В принципе, что-то особенно по проектировке здесь нечего добавить. Выполнена она в два слоя. Так, после того, как мы закончили наш проект, нужно генерировать Gerber файлы. В Gerber файлы я отправляю все проводники, всю шелкографию и прочие слои. Если вам интересно, то обязательно напишите в комментариях. Сейчас я даже открою и покажу, какие у меня есть слои. Вот у меня уже сгенерированные Gerber файлы. И вот у меня слои. То есть у меня верхний и нижний слой. Mechanical 4.5 это различная шелкография. Короче, нет, вот то, что было, это не нужно. Так, открываем Gerber файл, слои. И здесь у меня галочками отмечены те слои, которые я использовал. Можете посмотреть. В принципе, в основном во всех проектах я именно эти слои и использую. Так, после того, как мы сделали Gerber файл, лучше еще взять и сделать 3D модель. Можно просто взять и сделать скриншот модели, положить все файлы в папку и заархивировать. После перехожу на PCBWay, потому что платы я заказываю всегда у них. Почему именно у них? Есть еще, кстати, JBL. Ими вроде JBL они называются. В общем, тоже, когда вы занимаетесь электротехникой, часто реклама всплывает. Еще какого-то сайта. Но у них я ни разу не заказывал. Ну, просто PCBWay как-то посерьезнее выглядит. И здесь я указывал отдельные платы, 10 штук. Указывал размеров. Вот, два слоя. Материал самый обычный. И параметры у меня тут все были стандартные. Вообще, когда вы открываете PCBWay, у вас в самом начале идет самый минимум по цене. Если вы, допустим, возьмете там черную паяльную маску или шелкографию там черную, то у вас цена, конечно же, возрастет. Если вы там материал другой выберете. Но у нас нет таких потребностей жестких, поэтому берите самый обычный материал, и в среднем это будет выходить где-то в $5. И, кстати, переходите по ссылке, которую я оставлю в описании. При регистрации вам $5 бонусом, и вы можете бесплатно заказать себе платы. Прошло 2 недели, и пришли вот такие платы. В принципе, у PCBWay никогда нет задержек, что очень прям радует. Вот, даже шелкография вся прям четенько получилась. Вот, можете посмотреть. Вот, ну теперь осталось это все монтировать. Так выглядит уже готовая плата.
И что сразу бросается в глаза? Когда я начал ее проверять, я не мог понять, почему у нее нет переключения. А оказывается, я ошибся. Среднее положение, оно среднее у переключателя. То есть он переключает между средним и левым, средним и правым положением. А я думал почему-то, что оно переключает между первым, вторым условно, первым и третьим. Но это была ошибка, на ошибках учатся. Еще я немного неправильно сделал с конденсаторами, с SMD-шными. У них здесь они прям держатся еле-еле, потому что посадочные места, они были меньше, чем фактические. Поэтому пришлось тут изгаляться, но все равно они держатся. Вот. В остальном трудностей никаких не было, все монтировалось довольно легко. И это было достаточно быстро. Так, после того, как плата готова, надо бы примерить, как у нас будет вообще сидеть Arduino на корпусе. Я тут сразу знал, что тут есть небольшой косяк. В том плане, что два посадочных винта у нас станут нормально, а два из них не дотягиваются. Потому что вообще этот робот рассчитан на Raspberry. Вот, это не беда. Сейчас что-нибудь придумаем. Итак, поставил я плату Arduino на корпус, и как я вышел из своего положения. У меня были вот здесь вот стойки для печатных плат, и вот эти отверстия у меня не попадали под них. Поэтому что я сделал? Сейчас переверну. Я просто поставил винт и затянул его гайкой. Сделал такую стойку. И потом на две стойки, на которых попадали отверстия, я их просто затянул винтами. И получилось, в принципе, очень прочная конструкция. Думаю, ничего никуда не слетит. Так. Что-то тут болтается. Охренительно. Но, что удивляться. Как бы дешманская какая-то Arduino. Причем это, не совсем Arduino, не оригинал. Так что, нечего удивляться. Сейчас надо будет поставить плату. Но перед тем, как ставить любую плату, надо убедиться, что она работает. Она работает. Я подключал ее просто к аккумулятору и смотрел, где какое питание было. Так что я уже могу не бояться и, в принципе, ее подключать. Осталось только, вот здесь у меня два провода висит от аккумуляторов. Надо будет разъем к ним приделать. Вот, вставить аккумуляторы и запустить это все. Итак, я припаял сейчас вход питания и вставил саму плату. Здесь все будет работать. Итак, все работает, все подключилось. И что мы здесь видим? Сейчас зеленый светодиод показывает, что у нас включено 5-вольтовое питание для электродвигателей. Два белых светодиода показывают, что на драйверы питания подается напряжение, то есть они включены. Давайте попробуем поменять. Здесь, конечно, не очень видно, но на самом деле зеленый погас и загорелся красный. Вот этот соседний светодиод, но у него очень слабое напряжение. Потому что мы пытаемся из 7 сделать 12, что нереально. А вот на 5 работает отлично. И если посмотреть, то на Arduino тоже работает светодиод. Он показывает, что Arduino тоже включено. Наконец у нас осталось подключить только плату. И еще у нас есть датчики различные и вот такой манипулятор. Но давайте обо всем по порядку. И вначале подсоединим плату, которая будет управлять всеми сервоприводами.
Эта плата подключается к I2C и имеет вход питания. Вход питания подается напрямую в сервоприводы. Сервоприводы у нас запитываются напряжением в среднем максимум 5 вольт, поэтому я просто подключу к свободным портам. И, скажем, одну подключим к 5-вольтовому, другой к земле. Вот. Можно, кстати, подключить и проверить, как это будет работать. Если вам видно, то светодиод на плате загорелся. Значит, питание сюда подается. Пока питание отключим, оно не нужно. Сейчас прикрутим вот эту плату. И спереди прикрутим, собственно, манипулятор, который имеет 2 степени свободы. Сюда как-нибудь надо будет закрепить ультразвуковой дальномер. Попозже придумаю, как это сделать. Вот. И так. Вот это у нас, кстати, Bluetooth модуль. Его можно сразу вставить, чтобы он был. Так. Она будет обеспечивать связь между Arduino и компьютером. Так, это уберем пока в сторону. И у нас есть 3 датчика линии. Почему именно 3, а не 1? Наверное, будет лучше показать на примере. Это будем в следующем видео разбирать. Пока только закрепим их на основании в ряд 3 штуки. И, в принципе, это будет все. А вот так выглядит конструкция после того, как вся сборка уже завершена. И что здесь видно? Установил этот манипулятор и все думал, как лучше закрепить ультразвуковой дальномер, но не нашел ничего проще, чем на обычную резинку его закрепить. Подключать его пока не стал, попозже объясню почему. Что здесь еще? Все провода, чтобы у нас не болтались, я стянул вот такой штукой. Не помню, как она называется, потому что в продаже даже ее ни разу не видел. Просто она у меня валялась. Но очень удобная. Я сделал 3 таких связки. Одна идет от манипулятора, одна от датчиков линии, и еще одна связывает электродвигатели. Вот. По поводу датчиков. Они расположены здесь внизу, и все закреплены 3 в линию. Давайте вот это отодвинем, чтобы это было получше видно. Вот так, думаю, видно их. Вот. Ну и давайте попробуем включить робот и посмотрим, как у нас работают все индикаторы. Итак, 2 белых индикатора мы уже знаем, то, что показывают, у нас работают драйверы на электродвигателе. Зеленый индикатор показывает то, что у нас работает цепь питания 5-вольтовая для аккумуляторов. Подключен Bluetooth модуль. Он моргает, значит, он работает. Здесь 2 индикатора на расширении. Один показывает то, что у нас работает сама микросхема. Один показывает, что подается питание на сервоприводы. На индикаторах тоже есть светодиоды. Светодиоды показывают, есть ли или нет, как вы видите, препятствия. Но здесь они пока еще не настроены, поэтому они просто на руку реагируют. И в следующем видео уже будем разбирать, как написать управление на такого робота. И попробуем поездить по линии. Расскажу, в чем разница между датчиками, в чем разница между цифровой и аналоговой передачей данных. Если ты досмотрел это видео до конца, значит тема робототехники тебе интересна, и ты хочешь крафтить своих роботов. Поэтому специально для вас я устраиваю конкурс на розыгрыш вот таких плат. С
помощью них вы можете расширить свое Arduino и на основе этих плат и Arduino сделать своего робота. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, тебе нужно быть подписанным на мой канал и поделиться этим видео ВКонтакте. Поставить лайк и на YouTube, и здесь, и среди тех, кто поделился видео, я разыграю платы. Их всего 7 штук, так что у вас, в принципе, большие шансы. Удачи! Спасибо, что вы досмотрели видео до конца. Ставьте лайк видео, если вам оно зашло, и не забывайте подписываться. Пока!